Какие налоги платить владельцам криптовалют в России? Всем привет, вы на канале Крипто.ру. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. В 2021 году криптовалюта получила в России официальный статус имущества. В июле 2022 года появился федеральный закон. В его тексте описано, как оплатить налог для владельцев цифровых активов. Согласно закону, налог будут удерживать в виде комиссии в операциях на биржах и обменных пунктах. Он рассчитывается только при выводе криптовалюты на карту. Механика такая же, как при уплате НДС. Налог на добавленную стоимость уже давно включает сумму чеков во время покупки. Если у инвесторов есть документальное подтверждение, то можно снизить налог. Для этого нужно заполнить декларацию 3 НДФЛ. Действовать закон начал с 1 января 2023 года. Главные положения документа. Криптовалюта – это имущество. Нельзя оплачивать покупки в цифровых активах. Можно выполнять операции по обмену между ними. Разрешено инвестировать в криптовалюты, выполнять обменные сделки и покупку цифровых активов на территории России можно только через специальных операторов, банки или биржи. Ставки налога различаются. Процент для уплаты в казну зависит от статуса плательщика. Русские компании с налогообложением на общих условиях должны поделиться долей в 13%. Юридические лица с отчетностью по упрощенной системе облагаются налогом в 6%. Иностранные предприятия – 15%. Физические лица со статусом самозанятые оплачивают 4%. При повышении лимита годового дохода ставка вырастет до 6%. Другие физические лица должны уплатить 13% от дохода. Как это будет происходить на практике, пока не ясно. Законопроект новый и полон непонятных мест. Сейчас платформы не обладают всей информацией о сделках клиентов, поэтому они ничего пока не удерживают. Однако закон вступит в силу, а значит держатели криптовалют должны отчитываться о доходах самостоятельно. Это делают в форме специальной декларации 3 НДФЛ. Сумма налога рассчитывается в день продажи актива за фиат. Ее размер нужно уменьшить на объем убытка или затрат. Например, сначала криптовалюту нужно купить и потратить за свои средства. Затем депозит можно продать. Если разница между покупкой и реализацией положительная, то нужно о ней отчитаться и заплатить налог только на эту часть. Налоговый отчет 3 НДФЛ можно заполнить и отправить онлайн. Для этого нужно создать личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы или на госуслугах. Также обязательно получить в профиль электронную подпись. Далее нужно выполнить следующие действия. Перейти в блок «Жизненные ситуации», выбрать вкладку «Подать декларацию 3 НДФЛ», ввести личные данные, указать отчетный период, то есть прошлый год, отметить резидентство РФ. Важно, чтобы инвестор находился в стране не менее полугода за отчетный период. Указать размер доходов на территории России. Потребуется внести информацию отдельно в разные графы. Независимо друг от друга указывают данные о зарплате, прибыли по акциям от продажи криптовалюты, национальных денег и драгоценных металлов. Если прибыль была получена с помощью брокера, эти данные заполняются со стороны посредника. Далее нужно выбрать вид вычета под названием «При переносе убытка». В завершение отметить действия, которые нужно выполнить, если на налоговом счете возникнет переплата. Излишек можно зачесть в счет будущих налогов или вывести его на свою карту. В последнем случае рекомендуется указать счет в платежной системе МИР. Декларацию нужно отправить до 30 апреля следующего года. Это означает, что 3 НДФЛ за 2023 год нужно подать до 30 апреля 2024 года. За невыполнение грозит штраф 50 тысяч рублей. Налог с доходов также придется уплатить. Однако ставка в таком случае увеличится до 20%. В 2023 году срок давности по неуплате налогов составляет 3 года. Чиновники считают, что это недостаточно и планируют увеличить его до 5 лет. Если декларация была отправлена, но подача произошла после 30 апреля, то штраф меньше. Его размер всего 5% от суммы налога за каждый месяц задержки, но не более 30%. А на этом все. В основе сегодняшнего выпуска лежит материал с нашего сайта Крипто.ру. Ссылку оставили в описании под видео. Свои вопросы оставляйте в комментариях ниже. Также рекомендуем посмотреть на нашем канале недавний обзор перспективных проектов, перевод видео с сайта о криптовалюте The Crypto Factor. В нем рассказывается о 10 монетах, которые стоит купить этой осенью, пока их цена не взлетела. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!